Просто мне это дело так покатило, что я хочу еще немножко окунуться. Не окунуться, а просто поприседать. Я бы с головой окунулась, но дело в том, что тут муть я подняла, и эта вся муть будет в волосах. Я специально набрала воды чистой заранее, чтобы мне голову потом помыть. Рискну сейчас еще раз залезть. Хотя вода реально очень ледяная. Родник, понимаете сами, да? О, Ёшкин кот. О, о, холодно! Вот это вообще было сейчас. Как же классно. Народ, это так классно. Я не могу прям. Такое обновление идет организма. Такие впечатления, так тело обжигает приятно. Класс. Это просто класс. Еще и босиком походить по вот этому всему тоже особое удовольствие. Ноги мерзнут. А! А тут вот солнышко. Тут ноги греет, так здорово. Тепло сразу ногам. Так походишь, массаж поделаешь ногам. То тепло, то холодно. То камни, то ветки. И ноги прям вообще оживают. Легко-легко становится ногам. Такая вся намытая, иду счастливая. Голову помыла, сразу все блестит. А у нас дома воду горячую на 10 дней отключили. А я тут в тайге помылась. Вообще супер. Иду вся такая обновленная, довольная, счастливая. Мне еще повезло, что сегодня день очень теплый, потому что ветер довольно сильный сегодня. И он прохладный. И вода леденющая. И если бы с таким ветром, в такой ледяной воде, да еще и в прохладную погоду, я бы не знаю, как я помылась. Решилась бы я или нет вообще. Я так-то подзамерзла. Сейчас уже согрелась, конечно. Кофту надела, носки на солнышке погрела. Потом холодные ноги в теплые носки, теплые калоши. И так, мне бы сейчас куда-нибудь не зарулить. А, вон она изба. Ага. Сижу, припухла, пригрелась, хорошо так. Надо потихоньку собираться. Может, мне еще в одно место сходить, проверить ту железную заброшку, которую в прошлом году нашла. Что хочется туда сходить, посмотреть, как там дела. Был там кто, не был. Сейчас посижу, соберу рюкзак, посмотрю по времени. Я из избы все вытащила, все свои вещи. Все забрала. Печка полностью потухшая уже давно, еще ночью. Вот такая изба, еще раз покажу. Все чисто, аккуратно. Дровишек вот больше, чем было, когда я пришла. Изба остается такой после меня. Короче, не изба, а одна кровать и маленький столик. Все, закрываем. Вообще-то, по идее, в такое время изба должна быть открыта, чтобы она проветривалась. Но так как я пришла и было здесь закрыто, так и оставлю. Чтобы вопросов ко мне не было. Моя еда. Все. Спасибо из душечки за приют. Я вот так все свое шматье вынесла на солнышко. Пусть прогреется. Сейчас буду потихоньку собирать все. Ну, все, я собралась. Вот таким остается костровище, полностью сухое. Еще вокруг водой его залила. Такое остается изба.
Пока, спасибо за приют. Ну, а я в путь дороженьку. Я переоделась, вся такая чистая, переодетая. Начинаю свое новое путешествие на сегодняшний день. Хотя день уже давно начался. Потому что я не торопилась, мне некуда торопиться. Я очень долго медитировала, собиралась, наблюдала. Я люблю, когда у меня много времени на то, чтобы медитировать, наблюдать за всем вокруг. Мне нравится, когда не надо никуда торопиться. Сейчас по дороге шоколадку съем. Опять идеальная картина. След медведя и собаки или волка. Скорее собаки. Этот, кстати, небольшой. Не такой большой медведь, как вчера. Вот иду, вообще не снимаю ничего. Уже до будки недалеко осталось. Думаю, о чем-то, где-то летаю. Задумалась о медведях, там о всяких думаю, следы разглядываю. Сейчас там еще посижу, помедитирую. Мне нравятся неспешные маршруты. Я вообще люблю везде залипать, о чем-то думать. И поэтому одной очень хорошо ходить, что ты сам от себя только зависишь, не надо ни под кого подстраиваться. Сам себе хозяин. Где захотел, там и сел. Не хочешь сидеть, идешь. То быстро идешь, то медленно идешь. Ни под кого не подстраиваешься, только под свое внутреннее чувство, которое тебе подсказывает на данный момент, что тебе нужно. Посидеть, позалипать, перекусить или же быстрее бежать. Вижу, там дверь открыта. И окно тоже выпотрошено. Я же его закрывала в прошлом году. Так, что тут изменения какие? Вот эта печка. Не помню, тут она стояла или не тут. А, да, наверное, здесь я на ней еще, по-моему, дрова пилила. Столик, который, вернее, лавку я отремонтировала в прошлом году. Ну, как отремонтировал? Пенек подставила просто. Вот это вот кедр упал, что ли. Да, нифига, почти на будку упал. Чайники зачем-то все на улицу вытащили. Вот так перевернули. Кто-то, значит, ходит сюда. Дровишки аккуратно сложены наверх. Прям как я всегда учу. Ну вот эти дрова опять валяются. Я тогда собирала, чтобы ничего не валялось, не гнило. Пойдемте посмотрим, что там. А вот этой штуки, по-моему, не было. И доски, которые я здесь оставляла. Составляла, помните, здесь доски? Походу, из них вот что-то сделали, типа, что ли. Как-то сложили зачем-то. Непонятно, что это и зачем. Всегда боюсь в такие помещения заглядывать, что там что-нибудь страшное найду. Куртки вот этой не было. Вот этой не было, вот это была. Причем я ее просушивала, она нормально была. Сейчас вся мокрая. Зачем ее сюда бросили? Ну тут, как всегда, бардак. Я тут убиралась, чисто так было. Все аккуратно оставляла. Ох ты, блин, топор даже. Что не помню, что тут топор был. Но окно понятно, я его закрывала, его, видимо, это пленка в негодность пришла. Что тут с печкой? Интересно, топил ее кто или нет? Да, такой вагончик. Тут я ночевала в прошлом году. Кому интересно, посмотрите. Может, подсказку сейчас тут оставлю сверху.
Ладно, дверь, может, специально открыта, чтобы проветривалась. Короче, я сделала выводы какие. Убирайся, не убирайся на таких местах. Все равно все разворотят, сделают как им надо, посвинячат, все так и оставят. Поэтому смысл на порядке наводить в таких местах. Вон опять мусор валяется. Бутылки всякие, бумажки. Дрова гниют. Чайники гниют, которые я прятала, чтобы они не гнили, не ржавели. Я в прошлый раз подумала, что это непосещаемое место. Но, видимо, здесь бывают, но крайне редко люди. Промысловики, скорее всего, больше некому. Что-то я решила спасти эти дрова. Мне как-то жалко, они вон уже намокли. Раз люди сюда ходят, значит дрова нужны. Я вспомнила, эта штука-то она не тут стояла, тут-то я костер жгла же. А, она вот там подальше стояла, точно. Ее прям на костровище перенесли. И мусора, как всегда, там накидали дофига. Так не по себе, когда вдруг слышишь голоса в тайге или в лесу. Я, кстати, заметила, что в тайге чаще слышишь, чем в горах, хотя в горах тоже бывает. И поначалу кажется, что это так вот ясно, их слышно как-то так отдаленно. И кажется, что реально кто-то идет, только они просто еще далеко. И ты начинаешь такой оглядываться, такой вслушиваться, где. А тут еще ветер шумит. И я понимаю, что это опять эти голоса, которые не настоящие. Ты реально иногда, не то чтобы ты пугаешься, да, но ты не сразу понимаешь, что это не настоящие голоса. Ты пугаешься того, что где-то люди, что откуда они тут в это время. Именно в то же время, в которое я здесь. Кстати, еще у меня кот тут порвался еще на Таганае. И я его вроде как там подшила. Вот тут он опять расползся. В общем, волей судьбы, я не знаю, как так получается, что год спустя, почти год прошел, то есть в прошлом году я здесь была в июне, где-то в начале или в середине, а сейчас уже к концу мая близится. Ну, то есть практически год прошел. И я снова сижу в какой-то там жопе мира и зашиваю кота на том же месте, на котором это было в прошлом году. Представляете, только в прошлом году у меня кот был в другой одежонке, потому что, кто не знает, подписчики-то мои постоянно уже знают, что я его полностью перешивала сама, потому что он весь разлезся, что там уже не спасти было его. То ну что это? Ну что это? Котяра. Ну что это такое? Я тут такая хожу, она мне вот тут катается. Деловой жучара. Я хожу, а он катается. Ты не хочешь уйти? А? Давай-ка.
Слазь с меня. Интересно такой, и уходить не хочет, главное. Не боится ничего. Долго-долго уже тут сижу и все вокруг наблюдаю и слушаю звуки тайги. То шмель пролетит, то какие-то насекомые, то птицы, то поют, то сейчас вот затихли, кстати, почему-то. А вот опять слышно. И смотрю на деревья, вот эти березки, они еще только-только листочки начали распускаться, да, такие маленькие, нежные, светлые такие. Из-за этого кажется редким лес, потому что листья маленькие, не загораживают еще свет. И трава не поднялась, и кусты еще почти лысые стоят. Надо же, конец мая, а еще только-только все начинается. А я тут сижу, загораю на расслабоне, на солнышке пригрелась. Мне абсолютно вообще никуда не охота идти. Так хорошо, солнце печет. Спину подставила, то живот подставляла, то спину сейчас. Так вообще здорово. Время вообще обеда, думаю, может и пообедать уже здесь. Припухло, короче. Долго уже сижу, вот так вот смотрю, медитирую. Ветер деревья качает, так здорово. А у нас уже в городе, например, все цветет, сейчас все в цвету. И яблоня, ранетка, сирень, черемуха. Что главное, все в одно время. Вишня. В общем, все сейчас в цвету в городе. Одуванчиков прям целые поляны желтые. А здесь, вот видите, еще только-только все начинается, потому что здесь в тайге холоднее гораздо, чем в городе. Вот я сейчас даже сижу на солнышке, греюсь, мне вроде как хорошо, тепло, только облаком закроет солнце, ветер холодный, сразу прохладно становится, хочется одеться. И потом снова солнце выходит, и все хорошо. Решила здесь пообедать. У меня такой в фольге суп уже готовый с грибами. Его вообще в фольге надо греть. Но так как у меня с водой-то туго все, я его вылила сюда. И сейчас в этой подогрею. Загорала на солнышке, медитировала. У меня такое ощущение, что я уже в транс вошла, потому что я даже не заметила, как время пролетело. Хорошо сейчас вот эти готовые блюда есть. Варить не надо, как раз одна порция супа. А представьте, чтобы ее приготовить, сколько всего надо тащить для этого сюда. Такой вот супец. Я еще зеленого лука сушеного добавила, майонеза. Вот тут прям грибов так нормально. Такая порция. Для меня нормально, для мужчин, наверное, маловато такой порции. Сейчас Мишаня такой сзади подходит. Лапой. А мне? Проголодалась. Время-то 4 час. Вот меня, кстати, некоторые спрашивают, многие даже, какая цель у меня похода в тайгу, там в избы ходить. А что обязательно цель надо иметь? Вот мне хочется просто побыть вот в дикой природе, наедине, окунуться вот в эту природу, во все вот это вот. Именно в диких местах, таких, где нет людей, где много животных диких, да, птиц, насекомых там. Для этого не нужно ни цель, ни повод никакой. Почему-то люди считают, что в тайгу обязательно надо идти, чтобы что-то от нее взять, от тайги. То есть что-то собирать, там грибы, ягоды, там убивать животных, обязательно надо быть охотником или рыболовом. А если ты не рыболов, не охотник, не собиратель, не грибник, то значит тебе нечего, да, в тайге делать. То есть нет цели здесь.
как вот это вот ощущение, когда ты в тайгу? Я вот очень люблю тайгу, я люблю здесь находиться. Мне не нужна цель какая-то особенная. Я в избу иду, чтобы отдохнуть душой и телом. Там, конечно, поработать обычно надо. Ну, хотя бы, чтобы печку даже растопить, надо дрова, да, добыть. Вот, но все равно это отдых, это для меня отдых. Бурундучелло. Как жизнь? А? Как жизнь? Ты такой любопытный, да? Ой ты, ой ты, ой ты. Бурундук. Все, опа. Бежал. В местах, где люди подкармливают бурундуков, они там почти с рук едят. Даже едят иногда с рук. Любопытные такие. А тут побаиваются. Прошла, наверное, не знаю, километра 1,5, может даже 2. Что опять иду, задумалась. Вообще забываю сегодня что я вообще снимаю. Потому что я обычно хожу, ну, без съемки же много. И сегодня тоже забываю, что я же решила снимать этот поход. Потом раз через какое-то время вспомню. А, точно, я же снимаю, мне надо показать людям. Смотрите, первый раз такое вижу. Ветер дует, правда, шатает сильно. Гусеницы облепили. И как будто вздрагивают такие. Что это у них, ритуал такой? Ничего себе. Опа. Вот этих следиков, по-моему, я туда и шла, не видела. Все были в обратную сторону. Маленькие такие следики. Медвежонок или пестунчик. Небольшие следы. Короче, тут малость зависла, вытащила мотылька. А тут бабочка еще такая красивая. Давай, давай. Только не упади обратно. То я уже один раз ее вытащила, она опять упала. Короче, я как всегда, мне в лужи лучше не смотреть. Уже постоянно кто-нибудь есть в этих лужах. Кто-нибудь брыкается, дергается, жить хочет. И я не могу пройти. Я так иногда могу очень надолго зависнуть возле луж. А еще когда дождевые черви выползают в дождь, я их тоже собираю и бросаю в землю с асфальта. Ну, не всех, конечно, потому что их обычно очень много. Ну, таких самых живчиков стараюсь спасать. А потом думаю, зачем я это сделала? Птицы же тоже есть хотят, а это для них корм. Решила снять поближе прям. Ух ты, они там шевелятся, что ли? А, это жучки там между ними плавают. Так выглядят яйца лягушек. Черная точка — это будущий головастик. Их тут так много. Всяких там вообще живностей вон много. Всяких жучков. И вот еще куча целая. Тьма лягушек будет, если, конечно, доживут. О, какие лапочки. Глубокая такая, тоже небольшая. Среднего размера лежания. Я что-то не пойму. Все следы в ту сторону идут. Вот это вообще маленькая ножка, лапка. Что-то я думала, все подсохло. И будет следов мало мешаниных. А нет, ничего подобного. Следов много. И ничего не подсохло. Ну, по суше, чем вчера, идется, кстати, намного лучше. Какой-то свежий след, что ли. Что не помню его.
Тоже такие небольшие следы. Вот. Вот. Это уже пяточки. Для пяточки это небольшой след. Небольшой. Пестун поди какой-нибудь. Вот это совсем какой-то маленький. Вчера я таких не видела, мне кажется, маленьких следов. Вчера большие в основном были. Маленький. Здесь все истоптано мешаней. Причем мелким. Все в следах вообще. Это явно свежие следы. Вчера не помню, чтобы были. Все истоптано мишкой. Один егерь на Таганае. О, извините. Огромный след. Мишанин. Вот это вот большой. Один егерь на Таганае рассказывал, что идет как-то недалеко от своего приюта, который он там, которым они там занимаются. У них же там приюты на Таганае, где туристы останавливаются. Вот. И он там что-то недалеко от приюта куда-то пошел. Там муравейники у них везде большие. И говорит, о, поднимаю голову, смотрю, Мишаня сидит на жопе у муравейника. Пестун, видимо. И говорит, хорошенький такой. И я так его реально поняла, когда он так сказал. Он прям так с умилением с таким сказал, такой хорошенький. Ну я, говорит, потихоньку и попятился назад и ушел. Так они и разошлись. В принципе, Мишаня тот, видимо, как сидел, так и остался сидеть. Ему, видимо, даже лень двигаться было. Походу, он разорил муравейник. Я вот думаю, реально, почему медведи, они же такие лапочки, они такие хорошенькие, такие прикольненькие. Вот так и хочется их за ушком почесать. Вот почему, что это за несправедливость? Зачем их природа такими мимишными создала, а почесать за ушком нельзя? Что за несправедливость? Так и хочется же их потрепать. Особенно пятки у них такие классные, лапы такие классные. Они же такие прикольные, медведи. Опаснее всего медведя встретить там, где сильно развит туризм. Медведи там привыкшие к людям. А где дикие места, в основном медведя нечего бояться. Только если какой-нибудь форс-мажор или медведь какой-нибудь неправильный. Но это очень редкий случай. А так они убегают. Я вот даже их снять никогда не успеваю. Только пятки сверкают. Камеру даже фиг успеваешь достать. Эти вроде бы я вчера снимала. Огромного медведя. Что даже моя нога по сравнению с этими следами вообще такой маленькой кажется. Хотя она мне так маленькая. Но все равно. Вот это вот, да, огромный медведь. Но это вчерашние уже следы. Он, скорее всего, где-то по тайге шарится рядом. Соблазняющая такая водичка. Так пить охота. Но опасно отсюда пить. Она бежит по всей, можно сказать, дороге и собирает всю грязь. А так выглядит чистой. Можно только умыться. Еще соблазнительно, что тут прям вот медвежьи следы. С медвежьими следами особенно приятнее умываться, наверное. Что-то мне уже снова купаться хочется. Ой, жалко, там никаких водоемов не будет. Так, медведь, сиди там на месте. Не выходи, пока я тут моюсь. А то я ему маленькой сильно покажусь. Он еще не испугается меня. Не знаю, видно, нет вот след Мишанин. Ну, в принципе, не сильно большой. Ой, как пить охота. Во-первых, снимать рюкзак неохота, чтобы попить. Во-вторых, воду экономлю. Мне воды мало, мне еще до завтра. Считай, почти до вечера. Я же на станцию отсюда выйду только к вечеру. Вот еще смородинка. Вот там я встречала смородину, но она была красная, она не пахла. Кукушка кукует.
Ой, как обалденно пахнет, так хочется набрать. Что-то мне жалко-то рвать их. Ненормально, да? Все люди как люди собирают. Вообще сейчас уже надо все собирать начинать. Травки, я имею в виду, всякие. Похоже, я родник нашла. Вот тут куда-то бежит, непонятно. Как будто бы из-под земли бежит и избегает вот в эти лужи. Это очень соблазнительно попить. Не рискнуть, наверное. Может даже воды набрать здесь. Да, это точно родник. Тут вот лужницы полным-полно. Все прям в ней. И получается... вот он откуда-то тут. Не видно его. И вот тут вот он вытекает. Я думаю, попробовать набрать в бурдюк. Здесь явно вода чище, чем у меня на моем роднике. И, кстати, тут тоже вон смородины полно. Прям соблазняет меня набрать. Но если я вот ее сейчас тут вот пообщипаю, что ее тут мало, листьев-то мало, то лысые останутся, она же дальше-то расти не будет. Кстати, кукушка мне до этого накуковала столько лет жизни, сколько люди вообще, наверное, не живут. Неужели она мне столько много накуковала? Как думаете? Вот это работа Мишани. Все изрыто. Не знаю, старая или новая. Подсохшая уже. Этого года или нет. Все изрыто. Чью-то нору он копал. Барсуч... Ой, это бурундучу, наверное. У меня тут уже лазательный процесс. Пытаюсь выйти на избу свою. Что-то как-то вообще. Еще заросли не начали расти. Это, по идее бы пропилить, да, бензой. Но я не хочу. Чтобы было видно. Ой, блин, куда идти? А, вон она. Вон она торчит. Сейчас вот это все надо пролезть. Уже рядышком. Хорошо. Так всегда волнительно, когда к своей избе подхожу. Пытаюсь подойти. Ноги уже сломать. Думаю, как там, что там. Кот еще с рюкзаком его мотает сверху, потому что вода, она как бы перевешивает, получается, болтает рюкзак. Волнительно, как там что в избе. А вдруг уже кто печку, да, мне притащил. Замечталась. Что-то я какая-то подвымотанная. Вроде бы столько отдыхала, медитировала. А все равно. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Надел-то бы эти штыри, как больно. Жесть, у меня уже все ноги об них сцарапаны. Опа. Избушечка. Что там воды набрала? Потому что здесь родник вообще не очень. Очень плохой. Его надо, по идее, модернизировать. А мне все руки не доходят. Да и неохота для непонятно кого. Что ходят сюда какие-то промысловики бухать, а я им буду родник копать. Правильно же? Правильно. И тропу пропиливать не буду, и родник копать не буду. Вот насчет печки. Хотела же я печку в марте на волокушах приволочь по снегу. На лыжах. Но случилась у меня операция.
Я не смогла, мне нельзя. А сейчас не на волокушах, ее вообще фиг приволочешь. Придется ждать уже следующего раза. Ну, как ты тут, моя избушечка, поживаешь? Как жизнь? Ну вот видите, все дрова на месте. По-моему, как я тут последний раз костер жгла, так и все и есть. Такое ощущение, что никого и не было больше после меня. Это хорошо. В основном сюда, знаете, в августе приходят. Когда вот это вот август, сентябрь, шишка начинается, вот грибы. И начинают вот эти промысловики собирать все. И приходят. А так, в основном, кто сюда еще придет в такую жопу? Ну-ка посмотрим, чудо не случилось. Нет, чудо не случилось. Ночуем сегодня без печки. Ой, там еще и вода. Там вода. Сейчас бы печка плавала тут. Я вот не знаю, как так можно было избу строить, что вот так вот печка плавала. Она что-то постоянно плавала до этого. Вот как сюда печку тащить, видите? Тут все время вот такая лужа. Потому что изба стоит, такое ощущение, что на роднике просто. И вода потом это очень долго не уходит. И что я сегодня буду с водой спать, что ли? Вот это все вода. Тут довольно глубоко. Ну хотя яма-то не вся водой наполнена. Частично. Ну по щиколотку мне будет. Хорошо, что я, кстати, дрова вот так вот на возвышенность сделала. Они не набрали воды. А тут вот это все костровище воды набрало. Ну прям все мокрое. Вот это все это каша мокрая. Так что не знаю, как я сегодня тут выживать буду. Решила сразу родник пойти проверить. Посмотрела книгу записей. Никого не было с ноября. Пишет: Алина, будьте добрее. Если вы меня сейчас смотрите, куда добрее-то быть еще? Куда? Печку украли, за всеми хожу, убираю, дрова всем напилила. Куда добрее еще быть? Я что, мать милосердия, что ли, или что? Не пойму, я что, злая или что? Никому не кусаю, никого ничего не отбираю. Дров всем напилила, за всеми хожу, мусор убираю. Куда добрее быть-то? Меня вон обокрали, все украли, все мои инструменты, печку. И то я ни на кого не кричала, не злилась. Странные у вас, конечно, пожелания, люди. А вы добрые? О, как распилила в прошлый раз я тут. Хорошо какая, что я тогда убрала. Все-таки. Ну, что там? Если там что? Ну да, воды есть, но мало. Конечно же, замусорено. Ничего не видать. О, так видать. Вот она. Вода вся замусоренная. Хорошо, что там набрала. Нет, здесь тоже можно набрать. Если мне то не хватит, наберу здесь. По идее, тут надо раскапывать. Но видите, какие каменюки вокруг. Огромные просто камни. Вот эти вот камни вот огромные. Они в земле прям сильно. Это очень большие камни. И их нужно убирать, чтобы глубже сделать. Вот это камни. Это же все вот. Полностью камни вот такие огромные. Их надо мотыгой или чем убирать. Вот они торчат еще. Не знаю, под силу ли мне такое. Кстати, к слову о доброте. Я вот чем больше для людей делаю, тем больше на мне ездят. Я это давно заметила. Поэтому, знаете, доброта не спасет мир. Нифига. Или красота там, что там мир спасет. Вот. Чем больше для людей делаешь хорошего, тем больше они тебе говна в ответ делают. Они пользуются, реально начинают пользоваться этой добротой. Поэтому спорный вопрос, надо ли быть добрее.
Сюда бы нормальный топор. А боюсь приносить, что украдут. Сейчас вот это вот на мелкие раскалю, как раз для розжига пойдет. Еще ветки надо мелкие искать. Пошла я веток пособирать. Отошла еще не слишком далеко. И вот Мишанина какаха большая. Она, правда, сухая, старая. Это значит, он сюда ходит. Это орехи. Прошлый год. Вот прям недалеко от избы. Вон она, избушка. Хочу веток сухих, вот таких, например. Вот такие ветки хорошо горят. Сейчас наломаю. Эти бы все ветки вот так одним щелчком. Раз, и чтобы они там уже оказались. У избы. У меня пила маленько отупела. Плохо стала пилить. Надо точить ее. Фух. Сразу уютно стало. По-другому все смотрится.
С костром все-таки оживает все. Сразу вид другой, домашний. Хорошо, так вечером вообще люблю. Вечера вот в таких местах. Птицы сразу концерты дают. И солнышко такое красивое вечернее становится. У меня сегодня просто шикарнейший ужин. Я сварила гречку с нутом, с овощами, зеленого лука добавила, сушеного, майонез, огурец, лук, тунец, маленькая баночка. Ну и потом, если влезет, можно еще чаек попить. Я вот воду поставила уже на чай, ну либо на попить. Так думала, что в марте, была уверена, принесу сюда печку и маленько модернизирую, переделаю здесь все. Там же вот вода, да, собирается. Я думала, что я там уберу с одной стороны палатье, выкопаю еще там. И туда возле двери, получается, печку поставлю. Может быть, даже чуть-чуть на возвышенность. Ну, тут сильно не поднимешь, потому что изба маленькая сильно. Это полуземлянка, она, получается, выкопана наполовину. Вот, и выкопана в неудачном месте, потому что там вода собирается вот так вот весной, в начале июня. Потом она, конечно, исчезает, ее все лето нет, но вот это неприятный момент. Вот, ну вот моя операция внесла свои коррективы, и теперь печку я долго сюда не смогу принести. Скорее всего, это случится либо в феврале, либо в марте следующего года. Если же опять ничего не помешает. Жалко избу, она пропадет без печки. Там такая влажность, сырость в ней, ее нужно постоянно прогревать избу. В общем, ладно, загадывать не буду. Посмотрим, как жизнь покажет, так сказать. Время покажет. Обожаю вот это вечернее время. Именно вот здесь вот всегда птицы прям так поют. Вот он тоже сучок. От сучка. Вот он, гад, держит. Фух, жарко стало.
Я тут дрова колола, что-то ветки ломала. Сейчас вот там вот еще, которые остались, доломаю. Хочу оставить здесь после себя, чтобы, если кто-то придет, чтобы было с чего костер разжечь. Не все же с топорами ходят. Топора на избе нет, к сожалению. На любой нормальной избе должен быть топор. На моей это нереально оставлять, потому что его упрут. Я тут, как всегда, у костра песенки пою. Обстановку вот сделала такую шикарную. Когда вот такое время начинается вечернее, мне даже неохота спать ложиться. Хочется продлить его. Обожаю вечера такие вот. Особенно когда тепло. Ну, если бы без костра, было бы прохладно. С костром вообще классно. Я его постоянно поддерживаю. И, вот, в принципе, горит нормально. Колешь дрова, он хорошо горит. Если не расколешь, вот целое бревно кладешь, бесполезно, не будет гореть. Такие дела. Пихта такое дерево. Сложное для костра. Вовремя успела уши закрыть. В общем, вот так вот у меня в избе. Гирлянду вот так развесила. Ну, тут вода, да, само собой. Я туда не встану. Мне придется вот отсюда сразу сюда, оп, или вон туда. Ну, вот так вот уютненько все равно. Сейчас спальник расстелю, все, я уже спать собралась. Вот так вот. На ширике снимаю, чтобы все влезло, потому что избушка маленькая, невозможно в ней снимать нормально. Подводим итоги дня. Вот такие у меня ноги. Это все сегодня. Ну, вот это вот старое, вот это все новое. Вот это все новое. Вот это прям тут гематома, шишка такая. Капец, я сегодня об эти расчески ноги свои как изранила. Это у меня старая. Это еще стаганая. Это тоже стаганая. Короче, Алина, как всегда, вся красивая. Вот на такой крючок я закрываюсь. Конечно, это ни о чем. Вообще он мощный довольно. Но медведю это ни почем. Это просто для душевного спокойствия, можно сказать. И чтобы притянуть дверь. Такие дела. Так у меня все разложено. Рюкзак. Тут еда висит. Что-то обычно я ее за пределами избы оставляю. Тут решила занести все-таки. Медведя не приманивать. Мне кажется, в избе все-таки менее запах будет чувствоваться. Полотенце тут висит. Водичка, если что, попить. Рюкзак, мои калошики. Тут одежда. Ну, штатив, естественно. Там газовая горелка. Воду я прокипятила на утро. Пить, чтобы было что. Тут свеча у меня горит. Так я собираюсь баиньки. Вообще обычно в этой избе спится нормально. Даже хорошо. Если, конечно, никакие бурундуки не полезут. И особенно здесь много пауков. Но лучше о них не думать. Вот пауков тут просто мега много всегда. Даже я сейчас расстилала, пару пауков выселила за дверь. Пока лягу без носков. Вот эти носки теплые.
Вообще довольно прохладно, конечно, но я думаю, сейчас закутаюсь в спальник, и мне будет нормально. Нормально. Вот эти носки теплые флисовые я положу в ноги себе. Котик у меня тут подушка надувная. Вот. И если замерзну, я их надену. Надеюсь, больше мне ничего не понадобится. Но если что, у меня еще кофта есть в рюкзаке. Надеюсь, я не замерзну. Такие дела. Всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Ночь была прохладной, конечно, но мне спалось хорошо, в принципе. Я закуталась в спальник, и нормально. Проблема сейчас выйти отсюда. Хотя уже не проблема, я уже вылезла из спальника, но мне хочется обратно закутаться, очень холодно. Ну, здесь, в избе. Сейчас выходила на улицу, там тоже пока еще прохладно, так как утро. Но солнце светит, надеюсь, будет тепло. Ветер там, ветер сильный. По верхам гуляет. Тут тоже задувает немножко. Такие дела. Хочется обратно в спальник закутаться и валяться. Сны какие-то странные мне снились опять. Постоянно какие-то сны снятся вообще. Причем такие реалистичные, что кажется, что это не сон. А потом просыпаешься и понимаешь, через время причем понимаешь, что это был всего лишь сон. И такой, фу, это был сон. Надо вылазить, надо дела делать. Умыться, размяться, покушать, собраться и в путь домой. Что-то солнышко-то маленько проглядывает, но как-то ветрено и пасмурно все-таки. Может, сегодня дождь будет. Вон там небо какое темное. Ой, не хотелось бы дождя, так хочется солнышка, тепла, погреться, понежиться на солнышке. Я как кошечка солнышко люблю, нежиться на солнышке. Очень не люблю холод, не люблю мерзнуть, постоянно мерзну, я постоянно в каких-то холодах нахожусь. Вчера так хорошо было, так тепло, я так радовалась. Все-таки надежда есть, что сегодня распогодится. А в итоге решила я костер разжечь, что солнце совсем спряталось, как-то холодно. Ладно, потом воды наберу, потушу. Костром теплее, уютней, домашнее. Как же хорошо, когда умоешься с утра со
Сразу просыпаешься. Свежо так. О. Без кофты совсем прохладно. Очень часто с утра просыпаюсь в походе, именно когда со съемкой, и у меня пропадает желание снимать. Не знаю, у меня почему-то такое настроение появляется, вот спокойствие, умиротворение, мне хочется просто наслаждаться, ничего не делать и просто быть наедине с природой и с самой собой. И поэтому чаще всего утром у меня очень мало съемок, именно на тот день, который я уже ухожу. Костер уже потушен. Рюкзак, считаю, что собран. Только штатив осталось убрать. Я вот еще немножко посижу, подумаю. И пойду домой. Всем, кому интересен мой канал, интересны мои фильмы, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарий. До встречи на моих платформах. Всем спасибо, кто хоть как-то поддерживает развитие моего канала, будь это лайки, комментарии или донаты. Всем огромная благодарность за поддержку, за понимание. Всем пока-пока. Кстати, оставила тут мелких дровишек, щепок для людей, которые придут после меня, чтобы не было с чего костер разжечь. Ну и, соответственно, сами дрова. Если у людей будет топор и не лень колоть, то дров полно. Можно и не колоть, можно так класть, но неплохо тогда горят. Дверь оставляю открытой, потому что там вода. Надо, чтобы проветривалась изба, просыхала. Поэтому в весеннее, летнее время дверь у изб обычно оставляют открытыми. А то меня часто спрашивают, почему дверь не закрываешь у избы. Забываю все время говорить, что у меня же есть другие платформы, не все об этом знают. И очень-очень мало там подписчиков, конечно же. Ну, кто-то и не хочет подписываться, естественно, есть платный контент. На Дзене подписывайтесь. Бусти. Бусти это платный контент, но там есть и бесплатные посты. Часто у меня спрашивают или пишут, говорят, что ой, я на Бусти зашел, там все по-английски, ничего не понимаю. Там в верхнем, по-моему, правом углу нужно нажать на такую вот стрелочку и выбрать русский язык. Всего-то делов. И все будет по-русски. Все будет понятно. Ничего сложного там нет. Можно подписаться платно. Можно нажать отслеживаю или отслеживать что-то такое. Это вы будете бесплатным подписчиком. Бесплатные посты я тоже там время от времени делаю. Здесь создала группу на Одноклассниках по просьбам некоторых людей, подписчиков. Что-то просили, а в итоге там 50 с чем-то человек. Подписывайтесь на группу в Одноклассниках. Пока там, конечно, тишина. Я там старые фильмы выкладываю, ну и какие-то посты. Естественно, сейчас в летнее время это будет не так часто. Но для чего я это все делаю? Для того, чтобы люди с разных городов, стран, желающие, естественно, могли меня поддержать. Мой канал основной на YouTube. Все это делается ради него. Потому что, чтобы его развивать, нужен какой-то доход дополнительный. Вот, за счет других платформ я могу на YouTube больше вкладывать, так сказать. Вот. Ну и кому-то YouTube не интересен, кто-то именно Дзен смотрит,
Кто-то, может, на Одноклассниках будет смотреть. Хотя, наверное, на Одноклассниках, по крайней мере, сейчас у меня будет отличаться контент. Группа ВК, там вообще, мне кажется, ну, может, мне так кажется, интересно. Я там постоянно посты выкладываю, постоянно фотографии свежие, какие-то короткие видюшки, ролики снимаю того, чего нигде нет. Инстаграм у меня часто спрашивают, там тоже почему-то мало подписчиков, но это понятно почему. Вообще это запрещенная платформа, ее нельзя называть. В общем, подписывайтесь на запрещенную платформу. Все ссылки есть под фильмом. Мало кто читает описание, мало кто смотрит под фильмом вообще ссылки всякие. У некоторых тоже какую-то трудность составляет туда зайти. Там просто нужно под фильмом, вот свернуть фильм и под фильмом развернуть описание. Ничего тоже сложного в этом нет. И там есть все ссылки. И кто хочет помочь, поддержать канал донатами, у меня есть всегда все мои реквизиты в первом закрепленном комментарии. Сейчас я карты свои перестала оставлять в описании под фильмом. Они теперь у меня в закрепленном первом комментарии. Такие дела. Еще раз всем пока-пока. Спасибо всем за поддержку, за понимание и за помощь.